Как жить, когда в мире поощряются накопления, карьерный рост, высокий общественный статус, власть? Как мне жить, если я являюсь нонконформистом, и мне противно смотреть на идущих зверей, идущих по головам, хрустя черепами наивных людей? Я живу на планете, где война стала нормой. Российско-украинская война, гражданская война в Судане, Ирано-израильская прокси-война, бесчисленные локальные конфликты в Африке и множество эгоцентрических противостояний, на рефлексию которых я не хочу тратить свое время. Да одно только правительство России принесло людям бед столько, что хватит на несколько поколений. Чеченская война, Беслан, вторжение в Грузию, Рязанский сахар, убийство более 170 независимых журналистов, пытки и уничтожение политических конкурентов, Норд-Ост, Крокус и так далее. Но сегодня я не хочу затрагивать эти темы. Я лишь хочу рассказать небольшую историю о том, как я искал свое предназначение на нашей планете, несмотря на окружающий вышеперечисленный мною хаос. Как я полюбил себя и нашел свой смысл жизни, не привитый и не навязанный, а сотканный из многочисленных творческих референсов. Как говорил Жак Фреско, если вы хотите, чтобы люди поняли ваши идеи, дайте им конкретные примеры из реальной жизни. Мне было 19 лет. Я закончил обучение в колледже, получил профессию мастер леса, и в скором будущем меня ждала двухгодичная отработка в лесничестве. Прибыв в лесхоз, я предстал перед нелегким испытанием. Небольшим, но строгим тестом на знание лесного дела. Результат оказался ожидаемым. Меня вместе с двумя моими товарищами отправили в глухую деревню. Место это было настолько удаленное, что, казалось, цивилизация сюда еще не добралась. Жилье нам дали, мягко говоря, скромное. Для полноты картины это был старый деревянный дом с побитыми рамами, сквозь которые пробивался холодный ветер. Чернота, въевшаяся в стены, напоминала мне многовековую борьбу дыма с забитой печной трубой. Спал я на кровати внутри привезенного мною спального мешка, а одногруппники уместились на старых раскладных диванах. Мылись мы возле колодца, ели местные полуфабрикаты и любовались своим жилищем. Естественно, никаких плодов цивилизации в виде холодильника или стиральной машины у нас не было. Плюс к этому нужно было ходить на работу и заниматься покосом кустов для защиты посадок от природной конкуренции. В свободные часы я бродил по природе, наслаждаясь ее красотой и погружаясь в разнообразные книги. Это помогало мне хоть немного ускорить течение времени, наполняя дни смыслом и вдохновением. Спустя несколько месяцев изнурительного труда я обратился к лесничему с просьбой о переводе меня в другое лесничество, где открылась вакансия мастера леса. О возможности повышения мне рассказал одногруппник из колледжа, решивший покинуть свою должность из-за агрессивного начальника. Как оказалось, эту характеристику я непроизвольно проигнорировал. Устроившись на новое место, я радовался своему свежему статусу мастера-новичка. Я осознал, что знания и наработанные навыки из колледжа мне больше не нужны. Уничтожение знаменитого Ипс-типографуса на земном елового короеда не было важной необходимостью для моей работы. Ах, да, я забыл рассказать про мое новое убежище. Оно располагалось на первом этаже лесничества. Это довольно удобно, так как при подъеме на второй этаж я уже оказывался на рабочем месте. Что касается быта, то он не особо поменялся. В комнате у меня была кровать и стул. Бонусом я получил умывальник со времен Советского Союза. И то мне его выдали после 1 года отработки. Моей основной обязанностью было каждое утро вставать под звук тракторов, ездить в лес, контролировать работяг, заполнять макулатуру и, естественно, отчитываться о проделанной работе. Но это не самое грустное в моей небольшой истории.
Печально здесь то, что практически каждый день я слышал претензии в свою сторону. Наверное, даже больше личных, чем профессиональных. Я уже не помню, что конкретно мне высказывали, но я помню эмоциональный фон тех времен. Он являлся тяжелым грузом для моей неокрепшей психики. В ответ на давление со стороны начальства я чуть не подрался с лесничим, но рядом стоящие лесники вовремя нас растянули. Да, это были непростые времена, но я находил радость где бы то ни было. В лесу я часто смотрел на пламя костра, жарил сало с черным хлебом и смотрел на красоту сосновых лесов. В эти моменты мне было душевно спокойно. Дома я танцевал хип-хоп, битбоксил, пробовал петь и читал книги для компенсации полученного урона. Я перестал играть в онлайн-игры, и у меня появилось время на изучение музыкального ремесла и написанию разного рода инструментала. После отработки я побывал еще в более жестких условиях. От заливки бетона в нижнем секторе дома, где не было вытяжки и возможности встать в полный рост, до принятия душа в 20-градусный мороз на улице. Но во всех тяжелых жизненных ситуациях я помнил цитату Теодора Рузвельта: «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Если вы находитесь в экзистенциональном вакууме, это состояние внутренней пустоты и бессмысленности вашей жизни, то советую на некоторое время отказаться от белого шума в виде социальных сетей, онлайн-игр, которые тянут из вас время и деньги, и окружение. Это нужно, чтобы ваш мозг успокоился, и в нем образовались собственные мыслеформы. Также вам нужно написать список дел, которыми вы бы хотели заняться. Я использую программу Notion, она достаточно гибкая и интуитивно понятна. Пишите по вашим финансовым и ментальным возможностям. Если вы не будете пробовать разное ремесло, то не узнаете, что вам может понравиться. И впоследствии закроете творческую пустоту внутренней аддикцией, то есть психологической зависимостью в более широком смысле. А что касается меня, то после окончания отработки я был уверен, что свяжу свою жизнь с музыкой. В планах было открыть свой битбокс-канал с обучениями, а дальше как пойдет. Если вернуться в настоящее время, то я не достиг своих самых амбициозных целей. Например, стать танцором или самым мощным битбоксером в мире. Я понял, что мечты, где присутствует соревновательный аспект, меня не интересуют. И, вероятно всего, они навязываются системой. Тем не менее, наработанные навыки по-прежнему пригождаются мне. Я не перестал заниматься музыкой и продолжаю ставить перед собой новые цели. Не стоит жалеть о том, что мечты вашей юности не сбылись или что жизненные приоритеты изменились. Это часть жизни, и она меняется вместе с нами. Если у вас остались старые видео десятилетней давности, на которых вы строите планы на будущее, возможно, ваши мечты из прошлого больше не актуальны. В заключение приведу слова Михаила Булгакова. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться.